Полундра, ребята, добро пожаловать на борт корабля пиратов губной гармошки. Это заключительное видео, посвященное разбору композиции альбома Infinity Years исполнителя Макс Невилл. Приказ капитана Харпа послушать альбом на любой цифровой площадке, например, Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify, YouTube Music, ВК и так далее. Все ссылки в описании. Прошлые видео, где я достаточно подробно разбирал треки, получились весьма продолжительными. Поэтому на этот раз я решил остановиться только на наиболее интересных частях песен. Мы тем временем подобрались к кульминации альбома Infinity Years. Swifts — это заглавная и самая сложно сочиненная его композиция. Можно сказать, что это моя богемская рапсодия. Также она лучше всего передает холодное настроение второй половины альбома, так как написана целиком и полностью в миноре. Давайте послушаем. Готова для добычи сеть, красивых в клеть, певучих петь, безгласых перьям на ветвях скрипеть. Впредь не вьются гнезда в лесах под сруб, не лей же слезы на гниль кору, не прорастет из трухлявых пней бесплодных зерен прошедших дней. А будет смешка пятокласс, жалость хищников уповать, едва ли плоти твоим хватит по обедам насущным стать. Готова для добычи сеть, красивых в клеть, певучих петь, безгласых перьям на ветвях скрипеть. Впредь развод рдяной на небе выжжен, свет жижею в талы снег брыжет. ржавеет след побед, а ты же Тугою тетивой бездвижен. рвись снова ввысь, И снова ввысь режь воздух, дерзкий стриж. Готова для добычи сеть, красивых в клеть, певучих петь, безгласых перьям на ветвях скрипеть. Впредь не льются песни в лесах под сруб, в сырой землянке их дни замрут. Лишь трели павших слышны в пару, в осколки ребра не сломлен дух. Итак, первое, что бросается в уши, это структура трека. Порядок следующий. Припев, он же интро, куплет, прикорс, припев, соло, бридж, припев, куплет,
прекорус, он же аутро. Достаточно много разных частей уложились в 3,5 минуты. А все потому, что припев, куплет и прекорус состоят лишь из одного квадрата. Это необычно, особенно для припева, который в популярной музыке часто состоит из большого количества квадратов, то есть повторений. Да и квадраты необычные. Например, в интро используется шеститактовый квадрат. Не то чтобы прям что-то очень редкое, но все же встречается не так часто, как 4, 8 и 12-тактовые. Вокальная партия начинается с затакта, что, если вы смотрели предыдущее видео, является для меня чуть ли необычным делом. Кстати, если не смотрели, то посмотрите по подсказке вверху. Самое же интересное в вокальной мелодии не это, а то, что сыграна она в мелодическом миноре, что придает партии некую таинственность. В гитаре же у нас в этом месте появляется краска гармонического минора за счет этого хроматического хода. Благодаря этому же ходу мы как бы обрезаем припев до 6 тактов. Далее интересный момент. На первый взгляд кажется, что куплет начинается с затакта, но на самом деле гитарная партия звучит так. То есть начало куплета вот здесь. Путаницу, помимо всего прочего, вносит дополнительный такт, который как бы усиливает напряжение перед прекорусом. При этом усиливается в том числе благодаря 7-й ступени, которую мы берем вверху. Вот она. Кстати, вживую повторить вот этот ход невозможно, потому что здесь использовался каподастер, и этот такт записывался отдельно от всей остальной партии, чтобы звучало, как и вот здесь, перемещалась только часть ступеней, остальные ноты, в том числе и тоника, оставались на месте. Само же движение добавляет краску фригийского лада. В вокале тоже происходят интересные мелодические ходы. Взять хотя бы вот это хроматическое движение. Или вот это. Все эти вещи передают задумчивое, мечтательное, но в то же время тревожное настроение. В прошлых треках, таких как Empty Battle или Million Miles Away, использовалась живая перкуссия, кахон, тамбурин, шейкер и прочее. Wildness and Rage электронная. Здесь же мы имеем микс из акустической и электронной перкуссии, что, как мне кажется, достаточно интересно. За главную мелодию здесь отвечает вокал, как и в предыдущих песнях альбома, и гармошка по большей части играет заполняющую и дополняющую роль. Именно с такой партии начинается партия, сыгранная на Suzuki S48B. Гармоника в каком-то смысле имитирует виолончель, обыгрывая 5-ю ступень аккордов. Я не просто так сравнил ее именно с этим инструментом, все потому, что данная модель гармоники имеет схожий диапазон и даже производителем сравнивается с виолончелью. Посмотрите обзор по ссылке выше. Во второй половине условного припева, который здесь также играет роль вступления, подключается дополнительный голос на этой же гармошке в октаву, тем самым как бы усиливая партию. Помимо заполнения в среднем диапазоне, в куплете также присутствует гармошка, играющая дополнительную мелодию. Нечто подобное было в припеве трека Empty Battle. Давайте послушаем этот фрагмент. Не вьются гнезда в лесах под сруб, не лей же слезы на гниль кору, не прорастет из трухлявых пней бесплодных зерен прошедших дней. Песня Sweets, помимо всего прочего, интересна тем, что объединила в себе элементы из других треков. Взять хотя бы то, что в ней поучаствовали все 3 вокалистов, которые участвовали в остальных песнях. В конце куплета гармоника играет трель, что является подоплекой к прекорусу, где эта же трель звучит повсеместно. Также хотел бы отметить гитарный риф, который стал развитием партии из куплета и в котором
помимо уже знакомой фразы, появился такой хроматический ход. Вторая гитара в этот момент играет ступени уменьшенного аккорда, добавляя столь любимой мной диссонансности. В припеве появляется наш любимый музыкальный инструмент, который играет вспомогательную мелодию, которая постепенно перетягивает на себя внимание и в бридже становится ведущей. Таким образом, мы видим развитие губной гармоники в песне от заполняющей партии к дополнительной, а после к основной. Сама мелодия состоит из 3 частей, каждая в 2 раза короче предыдущей. Если первая часть звучит на протяжении 4 тактов, вторая 2, то третья всего лишь 1. Это отличный пример того, что развитие партии предполагает не только ее расширение, но также уменьшение. Еще гармошка здесь обыгрывает гармонический минорный лад, что здорово разнообразит композицию и демонстрирует, что можно играть только в миноре, но при этом использовать различные его лады. Так гармония бриджа построена на еще одном миноре дорийском. В бридже основная гармошка раскрывается постепенно, обыгрывая гармонические и дорийские лады. Ритмически, чем ближе к концу бриджа, тем меньше становится длительности. В итоге начинается данная часть песни с нот длиной почти в 2 октавы, а заканчивается 8 триолями. Это позволяет создать постепенное нарастание напряжения и эмоциональный подъем, который очень хорошо характеризует кульминацию. Данная композиция, кульминация, по сути, расположилась примерно на середине песни, в то время как зачастую в мейнстрим-музыке она сдвинута ближе к концу. Это связано с необычной структурой произведения. Так, на 6-тактовый квадрат в бридже накладывается 4-тактовая партия вспомогательной гармошки. Получается полиритмический эффект, который характерен для прогрессивной музыки. Интересно еще то, что слушатель к подобному подготовлен. Похожая партия была в припеве, идущем перед бриджем. Но размер ее квадрата в тот момент был равен размеру квадрата самого припева. То есть 6-тактовый квадрат уже был, похожая партия была, но полиритмии еще не было. Мы подошли к ней постепенно. Также стоит отметить, что мелодия дополнительной гармошки постоянно звучит через ноту ми. Эта же нота звучит в гармонии на протяжении всего бриджа и играет роль остината. Заканчивается первая часть бриджа полусекундной трелью. Эта же трель звучит на протяжении почти всей второй части. Нечто подобное уже было между куплетом и припевом. Как я уже говорил, ранее этот прием позволяет хорошо объединить партии между собой, образуя целостную картину. Отмечу, что ранее я называл первую часть бриджа соло, но по сути это все есть бридж. Если в прикорусе трелью обыгрывались 5-я и 6-я ступени, то в бридже обыгрывается 3-я и 3-я повышенная. Связано это с тем, что практически каждые 2 такта происходит отклонение из тональности ре минор в тональность си минор и обратно. Это делает партию достаточно неустойчивой, что и подчеркивает гармоника. Пусть пик кульминации по сути закончился в соло, бридж не сразу отпускает слушателя, сохраняя определенный нерв. Также в бридже звучит заполняющая басовая гармошка, играющая одну единственную остинатную ноту ре, которая не только играет роль фундамента, так как присутствует как в тональности ре минор, так и в тональности си минор, но и дает необычный эффект. Дело в том, что я зачитываю в этой части следующие строчки
Стихотворение. «Коль сам и не оставишь пруд, на стрелы кости все твои пойдут, и трепет крыльев не ослабит пут. Судьба ль с собой пронзать родного брата, ты тоже поневоле брод». При этом не воспроизвожу звук, лишь артикулирую на одной ноте. То есть, по сути, в бридже вы слышите не 2, а 3 вокала. Нечто подобное используется при игре на варгане. Почему я сделал так, а не просто зачитал стихи аналогично предприпеву? По той же причине, почему я написал строчки без твердой буквы R «Million Miles Away» из дефекта речи. И если прекорус позволил нормально зачитать, то бридж, как вы уже слышали, нет. По аранжировке вторая часть минималистичнее, чем первая, в том числе и в плане гармошек. Все потому, что отсюда мы начинаем снова разгонять песню. Следующий припев уже более насыщенный в этом плане, при этом менее насыщенный, чем предыдущий. Дело в том, что мы с одной стороны постепенно разгоняем аранжировку, с другой все припевы разные, что делает песню интереснее. Однако новых гармошек вы здесь не услышите. Все то же, что и раньше, но в несколько других пропорциях. Зато это хороший пример того, что разнообразить композицию можно не только добавляя все новые партии, но и убирая текущие. Исключение аутро, в котором добавилась гармошка, играющая ступени уменьшенного аккорда, но не вниз, как гитара, а вверх. Что касается истории, связанной с этой песней, композиция писалась на стихи моей жены Лилии в подарок ей на день рождения. Впервые я писал музыку на стихи, а не наоборот, как в Million Miles Away, и не параллельно, как в Just For You. Отмечу интересные моменты. Это, конечно, припев, который был немного изменен. Должен признать, что в плане гармошек Swifts немного уступает Empty Battle. Но в плане всего остального данная песня превосходит остальные песни альбома, и если кто-нибудь попросит показать пик моей композиторской деятельности на данный момент, то я, не задумываясь, включу песню Swifts. Перед тем, как продолжить, небольшое объявление. Напоминаю, что я даю уроки игры на хроматической губной гармошке, вот такой с кнопкой. Если вы хотите научиться играть, то welcome, индивидуальные занятия, онлайн, пишите. Все контакты в описании. Давайте вместе изучать этот замечательный инструмент под названием губная гармоника.
Последним остался трек Far From Home, который символично играет роль аутро. Начинается композиция за такта, она является четвертой на альбоме из тех, которые начинаются таким образом. При этом каждый раз мелодия вступает в разную долю. Если Empty Battle начинался на счет 3, Million Miles Away 4, Just For You 2, то Far From Home на счет 4 и. Этот пример показывает, насколько по-разному можно использовать один и тот же прием. Главной гармошкой трека является Honor Special 20 в ключе C и настройке Падди Рихтер. Эта же гармоника звучала в интро альбома, что в какой-то степени связывает открывающую и закрывающую части альбома. Причем это не единственное, что их связывает. Партия начинается с того же аккорда, что и в Empty Battle, играет на схожую мажорно-минорную гармонию в тональностях ля минор и до мажор, и это не говоря уже о том, что произведения несут схожий смысл. Условный куплет состоит из двух квадратов. В первом квадрате мелодия нисходящая, во втором восходящая, тем самым подводя к припеву. Интересно то, что она несет преимущественно рудиментарный характер. Это значит, что почти всю ее можно описать так. Извлекаем ноту сперва на одном отверстии на выдох, затем на соседнем. Затем проделаем то же самое на вдох, только на других отверстиях, затем снова выдох и так далее. Как правило, рудименты используются для упражнений, но здесь это сработало и в рамках основной мелодии. И лишь на последних двух тактах характер мелодии немного изменяется, подготавливая тем самым к припеву. Припев не чистит за тактами, представляет из себя более прямолинейную конструкцию. Он звучит выше куплета, подчеркивая свою воодушевляющую и полетную функции в тему с настроением композиции. Его схема движения противоположна куплету. Те же два квадрата, но сперва мелодия идет вверх, а затем вниз, как бы опускаясь к куплету. Стандартный, но действенный прием, позволяющий простыми методами разнообразить композицию. Однако в целом партия припева более статичная, нежели куплета, на сей раз оставляя больше пространства для чуть более разнообразной гармонии. Во втором куплете появляются еще несколько гармошек. Роль вспомогательной мелодии берет на себя басовая гармоника и стоп. Обзор можете посмотреть на канале по подсказке. Она звучит не очень низко, и по сути вместо нее можно было бы использовать как хроматическую, так и диатоническую гармоники. Но тембр этих гармошек ближе к основной, в то время как хотелось разнообразить композицию не только мелодическими ходами, но и тембром. Также в куплете присутствуют и заполняющие гармоники. Среди прочих хотелось бы отметить высокую гармошку, которая мягкой атакой привносит в трек эффект контузии, намекающий на тематику произведения. Подобный прием использовался в треке Wildness and Rage. Давайте послушаем припев и второй куплет. Перед припевом один такт звучит нота ми бемоль. Таким образом, слегка оттягивая неизбежный эмоциональный скачок, что только усиливает его наподобие ожидания команды марш перед началом забега на дистанцию. Сама нота ми бемоль тянется к ноте ми, с которой куплет собственно и начинается. Подобный хроматический ход применялся в конце бриджа песни Million Miles Away. Второй припев куда более ритмичный и насыщенный в сравнении с первым, в том числе и благодаря басовой гармонике.
которая здесь выполняет свою прямую функцию. Если не учитывать такт перед припевом, то можно увидеть, что драматургия композиции развивается не волнообразно, как, например, в песне Sweets, а практически линейно и в бридже достигает своей кульминации. Из-за этого сама кульминация сдвинута ближе к концу трека. Такие небольшие сдвиги эмоционального пика помогают разнообразить песни, не прибегая к авангардным решениям. В бридже основная гармоника играет полуторатоновые трели, обыгрывая седьмую, пятую, первую, третью и седьмую и девятую ступени аккордов. При этом место лейтмотива инструмент уступает гитаре. Данный переход осуществлялся постепенно. Гитара с самого начала на протяжении всей композиции вела свою мелодическую линию. Если представить вместо партии губной гармоники вокал, то получается вполне типичное гитарное соло, когда певец на некоторое время уступает свое место инструменталисту. За бриджем на гармонию куплета следует аутро. В конце гармоника играет нисходящую партию, где вместо четвертой ступени ноты фа я ошибочно сыграл во время записи четвертую повышенную фа диез. Однако эту фразу решено было оставить, так как она звучит интересно, с краской дорийского лада. Вот так ошибки могут привносить в композицию неожиданные и любопытные моменты. Заканчивается аутро альбома цитатой из композиции игры Final Fantasy VII, которая звучит в конце практически каждой битвы и представляет из себя не что иное, как фанфары. Это еще одна отсылка к тематике данной композиции. На альбоме также присутствует бонус-трек Looking for You. Это первый записанный на студии трек еще в далеком 2015 году. Единственный трек с живой ударной установкой и без губной гармоники. Трек повествует о юношеских романтических или не очень переживаниях. Грубых и холодных, пустых воспоминаниях, расставаниях долгих в забытом доме и на чужой постели, на черно-белых фото, что все давно сгорели. Еще в коротких встречах, редких разговорах, либо постоянных ссорах, руганий и спорах. Еще в несдержанных, нелепых обещаниях, и днем и ночью ищу тебя в словах прощальных. Прощальных, 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 прощальных. Ты моя, что светлее дня, теплее огня, ярче, чем заря, и глубже, чем моря. Где же ты моя, где же ты моя? Ну где же ты моя, где же ты моя? Где же ты моя, что светлее дня, теплее огня, ярче, чем заря, и глубже, чем моря. Где же ты моя, где же ты моя? Ну где же ты моя, где же ты моя? Ищу тебя в улыбках, насмешливых и лживых, ищу во фразах скользких и фальшивых, во взгляде безразличном, мнении его личном и отношениях просто неприличных. Больно, так больно, но все же пытаюсь найти тебя, себя уничтожить. А может верности мало, что делать? Начинаю сначала. Начинаю сначала. Начинаю сначала. Начинаю сначала. Где же ты моя, что светлее дня, и теплее огня, ярче, чем заря, и глубже, чем моря. Где же ты моя, где же ты моя? Ну где же ты моя, где же ты моя? Где же ты моя, что светлее дня, и теплее огня, ярче, чем заря, и глубже, чем моря. Где же ты моя, где же ты моя? Ну где же ты моя, где же ты моя? Ищу тебя я, остатки сердца и души теряя, не понимая, не подозревая, ошибки снова повторяю.
Это рэп-композиция, поэтому основной упор сделан на лирику. Из всего текста выделю следующие строчки. Расставание долгих в забытом доме. Долгих в доме неплохо звучит фонетически. Ищу в несдержанных, нелепых обещаниях. Несдержанных, нелепых то же самое. Что светлее дня и теплее огня, и глубже, чем моря, где же ты моя? Дня огня, моря моя. О взгляде безразличном, мнении двуличном и в отношениях просто неприличных. Безразличном, двуличном, неприличных. Интересно. Пытаюсь найти тебя, себя уничтожив. А это уже по смыслу интересно. И отсылка к песне Million Miles Away. Слова начинаю сначала. А также целиком бридж в конце, который исполнила Ольга Малахова, спевшая Forever, Million Miles Away и Swifts. Ищу тебя я, остатки сердца и души теряя, не понимая, не подозревая, ошибки снова повторяю. Гармония почти такая же, как в треке Far From Home. Из аранжировки отмечу партию бас-гитары. Что касается гитары, то она построена на пауэр-кордах, к которым добавляются дополнительные ступени. Например, припев. Также есть вот такой прикорус. Он интересен тем, что длительность аккордов постепенно сокращается, что создает определенное напряжение. А разница в полтона между аккордами только усиливает этот эффект. В целом трек неплохой, но нравится мне, пожалуй, меньше других, поэтому, а также по причине отсутствия гармошки, я предлагаю относиться к нему как к бонус-треку. На этом все. Опустите якорь, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube канал, естественно, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.